Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши комментарии, за вашу поддержку, очень приятно. Новичкам хочу уточнить, что узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Плейлисты находятся на главной странице канала. Итак, я сегодня к вам вот с такими вот ниточками, с ними мы уже работали, на канале есть узорчики с такими ниточками и с новым узорчиком. Напоминаю, вы берете пряжу любую, не только такую, которую показываю я, вы берете свою пряжу. Самое главное правильно подобрать крючок. Узорчики все универсальные, поэтому вяжите из летней, из демисезонной, из зимней. Один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному. Итак, новички, кто не работал с такими ниточками, смотрите, покажу. Называются Alize Angora Gold Simli. Идем дальше. В моточке 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% это шерсть и 5% это металлик. Металлическая, видите, как вот переливается ниточка. Нам советует производитель здесь брать крючок от 2 до 4. И сразу же, пока не забыла цвет, называю цвет 452. Я данную пряжу уже вязала и вязала крючком номер 3, поэтому я сегодня буду брать крючок номер 3. Вы точно так же изучаете аннотацию к своей пряже, рекомендации производителя по поводу крючка, подбирайте крючок под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек. Давайте я наберу, получается 6 раппортов, это 30 воздушных петелек и 1 воздушная петелька дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 31 воздушную петельку, но вы набираете сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. В начале у нас петелька фиксации, и при наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И вот в эту 5-ю петельку нырнули аккуратненько, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку по порядку цепочки нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Накид. Вот так вот шагаете в следующую и во все последующие петельки цепочки провязываете весь ряд столбиками с накидом. Новичкам рекомендую сделать именно так, потому что в воздушных петельках поначалу вы можете запутаться. Вот. Опять же, опытные мастера-мастерицы, вы можете провязывать данный ряд, можете не провязывать данный ряд, можете провязывать его столбиками без накида, полустолбиками с накида, да, то есть как вам будет необходимо. Вот, давайте провязываем до конца ряда, сами себя контролируем. Количество столбиков по итогу равняется количеству петель, которые вы набрали в цепочку. То есть я набрала 31 воздушную петельку, значит у меня должен получиться 31 столбик с накидом. Несложно, правда? И самое главное, первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, да, а в конце ряда встречаемся. Несложно? Несложно. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, провязали столбики с накидом все ровненько, аккуратненько. И приступаем теперь к узорчику. Для начала 3 петельки подъема, имитация столбика с накидом. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Раз. Итого получается 4 воздушные петельки. Теперь смотрите, накид. И возвращаемся сюда же, в этот же столбик, провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Есть. Далее, смотрите, делаем накид и пропускаем 4 столбика. Считаем. 1, 2, 3, 4. В 5-й столбик, верхушечку нырнули, провязали столбик с накидом.
Есть. Далее воздушная петелька, накид. Сюда же возвращаемся, провязываем еще один столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька и опять сюда же возвращаемся и провязываем еще один столбик с накидом. У нас получается, ну, вот такая вот треножка, да? Здесь получается половинка, двуножка. Вот. И дальше провязываем все то же самое. Накид. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В пятый столбик нырнули, вытянули ниточку и провязываем. Столбик с накидом раз. Воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 2. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 3. Вот опять такая вот треножка, да, как мы ее называем, веерочек, треножка. Все. И вот так шагаете до конца ряда. 4 столбика пропускаем. Раз, два, три, 4. В пятый нырнули. И опять та же самая треножка. Столбик с накидом. Воздушная петелька. Сюда же опять столбик с накидом. Воздушная петелька. И опять сюда же столбик с накидом. Не сложно? Я думаю, что совсем не сложно. Шагайте вот так до конца ряда, а в конце ряда встречаемся. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот у нас получается первоначально вот такая красота. Как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же, как и начинали. Получается, вот наша треножка последняя. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И вот у нас, помните, были 3 петельки подъема. В третью петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. И опять сюда же вернулись и провязали столбик с накидом 2. Все, наш ряд закончен. Далее смотрите, воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика нырнули и провязали столбик без накида. А дальше смотрите, 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Теперь 2 накида. Возвращаемся сюда же, к этому же столбику. Так, за основание беремся и провязываем. Смотрите, вытягиваем ниточку, провязываем. 2 петельки, 2 петельки, стоп, дальше не провязываем, 2 петельки на крючке. Раз накид, 2 накид, опять сюда же возвращаемся, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, теперь у нас 3 петельки на крючке. И вот эти 3 петельки провязываем вместе. Оп, смотрите, и перешагиваем, получается, вот наша треножка, да, и мы перешагиваем в центральную ножку нашей треножки и провязываем столбик без накида. Оп. У нас по итогу получается вот такая картина. Дальше повторяем. Опять то же самое. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. 2 накида. Возвращаемся сюда же. Так, получается, верхушечку ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки, стоп, 2 накида. Вернулись опять сюда же и провязываем 2 петельки, 2 петельки, стоп, 3 петельки на крючке, провязали вместе. И теперь смотрите внимательно, опять перепрыгиваем к следующей треножке, к центральному, получается, ножке, к центральному столбику и провязываем столбик без накида. Как вам? Интересно, оригинально, несложно, да? Давайте идем дальше. Опять 4 воздушные петельки, вернее, раз, два, три, 4, 2 накида. Вернулись обратно сюда же, к этому же столбику. Провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 накида. Вернулись опять сюда же. И опять провязали 2 петельки, 2 петельки. 3 петельки, которые у нас остались на крючке, мы провязываем вместе. Оп. И переключаемся к следующей треножке, к центральному столбику. Все. И вот так вот весь ряд до конца. Вот что-то такое интересненькое начинает получаться. Все, давайте самостоятельно до конца ряда, а в конце ряда встречаемся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала практически до конца ряда. Вот такие вот интересные получаются как бы волны, да. И смотрите, как мы заканчиваем наш ряд. Вот я провязала, получается, 4 воздушные петельки и 2 столбика с 2 накидами с общей верхушкой. И смотрите, у нас здесь половинка была нашей треножки, да. И вот один столбик пропускаем, а следующие у нас, помните, были 3 петельки подъема и воздушная петелька по узорчика. Так вот, в третью петельку подъема нырнули и провязали столбик без накида. Все, на этом наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, 3, поворот.
и 1 воздушная петелька по узорчику, получается 4 воздушные петельки, накид, возвращаемся сюда же в наш столбик и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее накид. Мы перепрыгиваем вот эту вот нашу как бы гребешочек, волну, да, и там, где у нас был столбик без накида, ныряем в этот столбик и провязываем столбик с накидом 1, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 3. И у нас получается опять вот такая треножка, да, а в начале ряда двуножка, так скажем. Вот именно как мы провязывали в самом первом ряду, помните? Все, и дальше повторяем опять то же самое. Накид. Перепрыгиваем полностью через эту нашу как бы, ну, гребешочек, волну, да, там, где у нас столбик без накида, мы в него провязываем треногу. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 3, опять наша треножка. То есть мы с вами повторяем точь-в-точь самый-самый первый ряд. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот такой вот нежный ажур у нас получается. Провязали до конца ряда как самый первый ряд и закончили, получается, 2 столбиками, да? Столбик с накидом, воздушная петелька и столбик с накидом. Ничего сложного. Далее будем повторять точно так же второй ряд. Воздушная петелька, поворот, и сюда же мы провязываем столбик без накида. А дальше вспоминайте. 4 воздушные петельки, 1, 2, 3, 4, 2 накида. Возвращаемся сюда же и провязываем столбик с 2 накидами, но не до конца. 2 петельки, стоп, держим на крючке. 2 накида, опять сюда же вернулись, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, стоп, 3 петельки. Провязали вместе и опять перепрыгиваем на нашу треножку. Вот видите, столбик, столбик, столбик. За центральный столбик беремся и провязываем столбик без накида. Все. Мы с вами провязали, получается, вертикальный раппорт узорчика. Он представляет собой 2 ряда. Вначале треножка, потом вот такие вот волны. Да? Треножка, волны, треножка, волны. Даже не в шахматном порядке. Все одинаково. Всего лишь 2 ряда. И красота готова. Для тех, кто разбирается в схемках, я сюда прикладываю схемку. Она очень удобная, очень читабельная. Вы все поймете и смотрите, сами себя контролируйте. Для тех, кто не умеет читать по схемкам, посмотрите. Мы уже все провязали. И столбики, и воздушные петельки. И как провязываются столбики с 2 накидами с общей верхушкой. То есть посмотрите обязательно. Провяжите образец на несколько рядочков еще побольше. И увидите, какая получится красота. Итак, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу получается красота. В моем случае она еще блестящая красота. За счет того, что столбики мы наклоняли, да, такое ощущение, что узорчик идет как бы по диагонали. Но на самом деле нет, он идет обычно. Вот так вот выглядит одна сторона. Смотрите. И вот так вот выглядит другая сторона. Они не сильно отличаются, но, возможно, какая-то сторона вам понравится больше, либо у вас будет изделие двустороннее, да. Это может быть палантинчик, это может быть парео, это может быть интересная ажурная, такая тоненькая, аккуратненькая кофточка. Да, видите, какой нежный ажурчик получается. И не сильно дырчатый, да, и не сильно плотный. Вот такой вот интересный. Это может быть топик, это может быть маечка из летней пряжи, да. Это может быть, не забываем, что можем узорчик наш поворачивать, да. Это может быть и шарфик, это может быть и снудик. То есть вот таким вот образом могут листики лежать. Очень интересно. То есть это очень летняя, так скажем, как мне представляется, кофточка, кардиганчик. Красота, красота. Если вы вязали из данного узорчика что-то, да, нам напишите, из какого материала, что у вас получилось, что вязали, нам будет интересно. Ну а если еще не вязали, подбрасывайте идейки. Угу. Вот, в моем случае, смотрите, вот так вот, ну, совсем практически не тянется. Вот так вот чуть побольше тянется. Вот такая красота. Давайте замерим. Итак, моя пряжа, моя плотность вязания, да, мой крючок. Допустим, то у меня это получается 13 сантиметров. Видите, 31 воздушная петелька, 13 сантиметров. А тут получается, смотрите, первый у нас был наборный, потом веерочки и вот эти вот листики. Да? Будем, давайте по веерочкам ориентироваться. Веерочки, листики – это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12 и первый 13. Так, давайте замеряем. Смотрите, 13 сантиметров, ну 12,9, да? То есть получается у нас каждый ряд
1 сантиметр. Да? Как вам? Вы, конечно, можете вот эти вот столбики, которые мы сделали с одним накидом, сделать и с 2 накидами, и с 3 накидами. То есть у вас будет узорчик немножко повыше. Возможно, он будет более ажурно выглядеть. Пробуйте, экспериментируйте, вяжите, меняйте крючок размеры, да, можете поплотнее связать, можете связать, наоборот, повоздушнее, берите крючок побольше. То есть вы дизайнеры, вяжите с удовольствием. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много-много новинок. Сохраняйте себе в плейлисты, делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.